Если вы профессиональный спортсмен, спонсоры дают вам топовые часы Garmin просто так. Если вы занимаетесь фитнесом и совершаете легкие пробежки с темпом в 7 км в час, вам достаточно фитнес-браслета. Ну а вот если вы, как и я, слегка больше себя напрягаете интенсивной физической нагрузкой, вам просто необходим помощник на запястье за разумные деньги. И чтобы музыку с него можно было послушать и нагрудный датчик к нему подключить, такие девайсы давно уже выпускают Xiaomi Amazfit, и последний из них у вас на экране. Всем привет, вы на канале Польза.нет, и здесь только быстрые и емкие обзоры. Рассказ будет простым и кратким. Полную настройку выгружу позже. На долгие тесты нужны недели. Я же тестил часы около 7 дней. Чего в этих часах нет и чем они отличаются от собратьев по цеху, я расскажу в конце. А пока кратко расскажу, что в них есть. Коробка для часиков Amazfit стандартна. Строго, стильно, красиво. Я люблю этот бренд за то, каким образом они себя презентуют. Внутри часы две брошюры документации, силиконовый ремешок и магнитная платформа с USB зарядкой. Часы бывают двух версий, глобальной и китайской. В китайской версии, которая у меня, пока даже английского языка нет и не скоро появится, глобальная версия этих часов у вас будет сразу на русском языке. Для соединения с телефоном нужно использовать программу Amazfit. Соединяется все быстро, обновляется прошивка у часов без проблем. На все про все при первом холодном старте вам понадобится минут 40. Весят третьи стратосы, как и вторые, и на 14 грамм меньше умных часов Huawei Watch GT2. А при носке они практически не ощущаются, спать в них удобно, сон считают корректно. Программа на телефоне полностью, как и вся статистика, на телефоне на русском языке. Внешне, по мне, вторым стратосом они проигрывают, но сделаны часы с умом. Циферблат абсолютно круглый, без огрызка с датчиком, как во вторых. Экран со стеклом Gorilla Glass третьего поколения утоплен под безелем, чтобы собирать меньше царапин. Стиль все тот же, что и у вторых, под карбон. По размерам ничего не поменялось, только сенсор пульса теперь меньше выпирает, плюс он стал с внешней даже точки зрения поинтереснее. По ощущениям носить удобнее, чем вторые, но это еще от того, что ремешок стал качественнее. Хотя по внешнему виду он и проигрывает, на мой взгляд, опять же, стратосом второй версии. Датчики можно перечислять минут 5, но освещу основные. Барометр для давления, пульсомер, который мне не особо интересен, так как я использую нагрудный датчик, который прекрасно видит часы. Акселерометр с 6 осями для подсчета грибков и лучшей оценки активности. Трехосный геомагнитный датчик, сенсор давления. И, конечно же, GPS. По выбору в связке с тремя системами GLONASS, Galileo или EDO. И здесь немного подробнее. У этих часов самый быстрый поиск спутников, который я встречал в умных часах. От 8 до 12 секунд с момента входа в активность. В часах 2 свободных гигабайта флеш-памяти под программы и файлы с музыкой. Для связи есть Bluetooth и Wi-Fi. Через Bluetooth можно подключить Bluetooth наушники и проигрывать с часов музыку. Также можно подключать нагрудный датчик для более точного подсчета пульса. И датчик каденса. Все это можно подключить одновременно. Но напоминаю, что датчики ANT+ к данным часам не подключить. Я использую нагрудник Polar H10, можно еще Polar H7 купить. Также можно покупать нагрудники из Китая по 1500 рублей, но я это делать не советую. Смысл покупать часы дороже 10 тысяч рублей, когда вы пытаетесь сэкономить на нагрудном датчике, который является в принципе основным для бега. При всем этом пульсомер на часах считает пульс перманентно, и проблем с ним не бывает. Но при резких изменениях пульса, для примера бег в горку и с нее, может на секунд 5 отставать по измерениям. Подключается по Bluetooth все быстро и без проблем. Часы могут определять вашу активность, но примерно, при том, что в принципе я не встречал в умных часах определения активности из разряда вы идете пешком, потом бежите, чтобы они этот бег фиксировали, писали трек и более чем адекватно его подсчитывали. Проще говоря, если вы в спокойном состоянии, они укажут, что вы спокойно ходите. Если вы занимаетесь какими-то упражнениями, они запишут эти упражнения и примерно проведут подсчет калорий и активность. И в статистике вы это увидите. Но никаких автоматических включений GPS и активности такой как бег здесь нет. Надеюсь, я популярно объяснил, если что, на стриме разъясню подробнее. Теперь дисплей. Трансфлективный дисплей с полным кругом, диаметром 1,34 дюйма. Gorilla Glass третьей версии, экран сенсорный, виден на солнце просто отлично. Поэтому вопрос, который мне задают, как реагируют часы на поворот запястья, считаю неактуальным. Данные видны всегда и везде. В сумерках экран не слепит, в отличие от других экранов, допустим, у того же Samsung, Huawei или TicWatch, который я использовал. Что реально, если вы начали бегать в сумерках, а потом уже заканчиваете бег ночью, часы своим светом вас могут ослепить, если вы не включили автоматическую яркость. Автономность после вторых пейсов у этих часов просто космос. Есть два режима работы. В режиме ультра часы могут реально отработать 14 суток. В обычном режиме неделю. Заряжается
Заряжается аккумулятор за 2,5 часа, и заявленные сроки у меня часы отрабатывали. Чего не сказать о расходе батареи при подключенных беспроводных наушниках и нагрудном датчике. Часы при начале активности показывают, сколько они могут отслеживать GPS и пульс в часах. В идеале при 100% заряда они должны показывать 70 часов в режиме ультра. По факту часы за 30 минут бега при максимальной громкости, выводимой на беспроводные уши музыки, подключенном нагрудном датчике и оценке трека тратят час своего заряда. И, кстати, музыкой можно управлять во время бега без проблем, переключать ее или изменять громкость. Но нужно отметить, что 70 часов GPS, опять же повторяюсь, здесь в режиме сохранения энергии, без всего, без наушников, без датчика каденса, без нагрудного датчика пульса и с записью трека раз в 1 минуту. Конечно, есть возможность загружать карту, режим возвращения к исходной точке по этой карте, режим звукового сопровождения через наушники и все те же функции, что и в прошлых стратосах, начиная от виртуального кролика и заканчивая напоминанием о том, что вы засиделись. Вибра здесь довольно сильная. Для управления в сумме 4 кнопки помимо сенсорного экрана. Кнопки сделаны умнее, чем во вторых стратосах. Сон часы считают адекватно. Оповещение SMS даже китайская версия показывает на русском языке. И теперь кратко, чем они лучше вторых стратосов объективно. У третьих на одну кнопку больше, и средняя кнопка, как у вторых стратосов при работе на брусьях, на ваше запястье не давит. Намного приятнее ремешок, автономность почти в 2 раза больше. Наличие безеля, в котором спрятан экран, улучшенный GPS, который сразу ощущается, полный круглый экран без каких-либо обрезов, такой же вес при лучшей автономности и пульсомер, который в 2 раза меньше выпирает, и это ощущается. Хотя внешне больше лично мне нравятся вторые стратосы. Непонятно почему, ведь они безумно похожи, но вот так. Вес одинаковый по 59 грамм, это вам не Huawei GT2 с 72 граммами. В третьих стратосах нет отслеживания активности беговых лыж, нет динамика, нет микрофона, возможности вставить симку или флеш-память, довольно простой экран и внешне банальный быстросъемный ремешок. И NFC в этих часах работать для оплаты в России у вас не будет. Хотя 13 тысяч рублей за глобальную версию я считаю более чем адекватной ценой. Напоминаю, что китайскую версию часов не факт, что получится обновить на английский или русский язык в ближайшее время. Ссылка на покупку глобальной версии, как всегда, будет в описании к видео. Более подробный обзор я выгружу, если ролик наберет хотя бы 2000 лайков. Резюмирую просто. Нужны часы для спорта и вы не занимаетесь беговыми лыжами, однозначно ваш выбор Stratos 3. Купите и не будете знать забот. Если вам нужны подобные часы. Если до этого браслетов и часов у вас не было, лучше для начала купите Mi Band 4 за 1500 рублей. Посчитаете такой аксессуар нужным, берите уже часики посерьезнее. Допустим, Amazfit Bip, а потом уже Стратосы. Их, кстати, 3 видно, но последние всегда лучшие. На канале более 300 обзоров, несколько топов товаров и стримы по воскресеньям для ответов на ваши вопросы. В описании все мои контакты, пишите, отвечу всем. Приходите на стрим, обязательно пообщаемся. Мата на канале нет. Пишите, что еще купить на обзор, девайс сюда или нет, Пользанет даст ответ. Добра и удачи вам, дорогие друзья.